Одним весенним вечером 1989 года ленинградцу Валерию, стоявшему у окна с сигаретой, показалось, что он видит обычный переезд. Во дворе панельной девятиэтажки у подъезда напротив стоял грузовик, и двое парней таскали в него мебель. Картина мирная, но что-то в ней резануло глаз. Валерий присмотрелся к выносимым вещам и обомлел, он узнавал их. Это же гарнитур, кресло и телевизор его знакомого Вадима Щербакова, который жил в том самом подъезде. Странно, про переезд Вадим ни словом не обмолвился, да и его самого или кого-то из семьи рядом с машиной не было. «Ребята, чье добро грузите?» – окликнул Валерий. Один из грузчиков, не останавливаясь, бросил через плечо «не твое дело» и скрылся в подъезде. Тревожный звоночек прозвенел громче. Валерий рванул домой и набрал 02. Милиция сработала быстро. Чтобы не спугнуть возможных грабителей, наряд оставил машину в соседнем дворе и пешком подошел к подъезду как раз в тот момент, когда те двое выкатывали тяжелое кресло. Увидев форму, парни начали оправдываться, мол, хозяин переезжает, мы просто наниматели. Ключи нам заказчик вчера вручил, сказал, сам на работе будет, а вывозите все. Адрес склада, да записали на бумажке, куда-то потеряли, не помним, длинный какой-то. Все это звучало крайне сомнительно. Милиционеры вместе с грузчиками поднялись на 6-й этаж проверить. Квартира была открыта. Внутри полупустые комнаты, следы спешных сборов. Грузчики указали на одну закрытую дверь, нас туда строго-настрого не пускать велели. Когда дверь открыли, в нос ударил тяжелый, сладковатый запах. В небольшой комнате на полу была свалена груда старых одеял и тряпок. Разгребая их, милиционеры отпрянули. Под ветошью лежали тела. Все четверо, сам Вадим Щербаков, его жена Лидия и их двое детей, 13-летний Сережа и 10-летняя Оля. Картина была жуткой. Даже видавшие виды оперативники с трудом сдерживали рвотные позывы. Грузчиков, конечно, задержали. В камере они твердили одно: мы ни при чем, просто нанялись. Бумажку с адресом и правда потеряли. Но когда в камере завязалась потасовка с местными авторитетами, из порванного кармана куртки одного парня вылетел смятый клочок. Тот самый, с адресом, 30-й микрорайон, улица 87-й гвардейской дивизии, дом 65. Адрес, который, как потом выяснилось, вели прямиком к Виталию Симоненко, лучшему другу покойного Вадима. Когда оперативники вломились по этому адресу, дверь им открыла молодая женщина с ребенком на руках. Испуганная, она назвалась Верой, женой Виталия. Объяснила, что они с мужем недавно получили квартиру, а мебель им задешево продали Щербаковы, так как сами собирались покупать новую. Вечером вернулся и сам Виталий. Его рассказ был выверенным и гладким, как отполированный паркет. Да, ключи грузчикам отдал он, но получил их от самого Вадима. Мол, тот уехал с семьей отдыхать, попросил друга помочь с перевозкой. Но чем дольше сыщики слушали Симоненко, тем больше в его истории появлялось трещин. Зачем вывозить буквально все, вплоть до книг, аккуратно упакованных в стопки? И что это за странные темные пятна на свернутом в углу дорогом шерстяном ковре, который, по словам Виталия, они только что купили? Да, это вино, наверное, пролили, отмахивался Симоненко. А потом, словно вспомнив главный козырь, полез в шкаф за фотоальбомом. Мы с Вадимом друзья не разлей вода. Вот, смотрите, даже в газете писали, как я его жизнь спас. И правда, вырезка из местной газеты за 7 лет до этого рассказывала героическую историю, как после бани на друзей напали хулиганы, и Виталий, сам раненый, вытащил бесчувственного Вадима из-под обрыва. Статья так и называлась «Герой из бани». Убийца лучшего друга, которого он же и спас, звучало нелепо. Тем временем пришла экспертиза. Она вскрыла чудовищные детали. Вадима и детей убили днем, почти одновременно, тяжелым тупым предметом. А вот Лидия погибла на много часов позже. И перед смертью ее изнасиловали. Это было не просто ограбление. Это была какая-то изощренная, личная месть. Следствие начало копать в сторону Лидии. Одна соседка вспомнила, что накануне убийства видела в подъезде странного мужчину в темном плаще и белой шляпе. В конце 80-х такой головной убор был диковинкой, почти экзотикой.
На вопрос сыщиков, кто из окружения Щербаковых мог носить такую шляпу, Виталий, не моргнув глазом, выдал: да это, наверное, Красавин Алексей. Он с Лидией в театральной самодеятельности играет. Бабник известный, они там в гримерке все время. Я даже Вадиму говорил. Алексея Красавина быстро нашли. Шляпу? Да я ее уже неделю ищу, потерял где-то, разводил он руками. Но при обыске в его театральной гримерке, на самой верхней полке, в пыльном мешке как раз и нашли ту самую белую шляпу и плащ. Причем на плаще были темные пятна, похожие на кровь. Увидев это, Красавин побледнел и рухнул в обморок. Казалось бы, все сходится, но опытным операм картина показалась уж слишком идеальной. Слишком удобно, что улики сами нашлись, да еще в таком видном месте. Зачем убийце, который действовал столь расчетливо, хранить уличающие его вещи на работе? Стало ясно, кто-то пытается подставить Красавина, воспользовавшись слухами о его романе с Лидией. Следствие зашло в тупик, и тогда сыщики пошли на хитрость. В местной телепрограмме о преступлениях выступил один из оперативников и по секрету сообщил, что в квартире Щербаковых нашли новую, решающую улику, которая на следующей неделе позволит точно вычислить убийцу. Расчет был на то, что настоящий преступник не выдержит и попытается эту улику уничтожить. Расчет оправдался. В ту же ночь в опустевшую квартиру на 6-м этаже проник человек с канистрой бензина и ломом в руках. Его взяли с поличным. Им оказался Виталий Симоненко, тот самый лучший друг и спаситель. На допросе Маска спала. За дружбой скрывалась многолетняя, точащая душу зависть. Зависть к тому, что Вадим лучше учился, стал инженер, жил в достатке, заполучил красавицу Лидию, которая когда-то нравилась им обоим. Зависть к его уютной квартире, заграничной мебели, к самому складу его счастливой жизни. Та самая спасительная история в бане тоже оказалась ложью. На самом деле это Симоненко тогда в приступе ярости набросился с камнем на друга, но был замечен прохожей, и пришлось на ходу выдумывать историю о нападении и спасении. А план последнего преступления зрел долго и тщательно. Он выкрал шляпу и плащ у Красавина для маскировки, пришел в гости с монтировкой в рукаве, хладнокровно убил Вадима и прибежавших на шум детей. А потом остался ждать Лидию. Месть должна была быть полной. После расправы он спокойно упаковывал дорогие вещи, чтобы сделать свою жизнь такой же красивой, как у них. Суд приговорил Виталия Симоненко к высшей мере. Через месяц приговор был приведен в исполнение. Но эхо этого чудовищного дела прокатилось дальше. От травли одноклассников не смог выдержать сын Симоненко, семиклассник. Он выбросился из окна школы. Мальчика чудом спасли. Говорят, он выжил, вырос и стал хорошим человеком. История о том, как одно черное дело калечит жизни даже тех, кто, казалось бы, и ни при чем.